Всем привет! Начинаем новый объект. Будем стоянку делать просто под машину 6×5. Там возле ворот дорожные борты 5 штук положим. По отработанной схеме, потому что чтобы машины заезжали и борты не ломались. Здесь у нас проблема с перепадами большая. Здесь, наверное, там высокая точка, здесь низкая, и разница около метра. То есть, получается, нам надо это подсыпать, пойдет много подсыпки. Потому что не сделаешь такую кривую стоянку. Хочется, чтобы красивая была. Этот грунт буду вынимать, вытягивать туда, чтобы борты были засыпаны песком. На объект по плану хочу потратить 4 дня. Планировал 5, но типа сейчас там один день нечаянно пропустил. Надо в 4 вложить. Вызов принят. Для разбивки нам понадобится рулетка, нивелир, батарейки для нивелира, штатив, уровень, чтобы перепроверить нивелир, нитки, молоток и арматуры побольше. Тут перепад 40 сантиметров, не так много, но там сейчас посмотрим, там будет большой. С этой точки до той разница 37 сантиметров. Получается, оттуда до туда будет где-то 80. Так, у нас, конечно же, еще есть дизайн-проект, который нужно придерживаться. Получается, там вот эта стоянка, ворота, дорожные борты здесь, там чуть-чуть тротуарных, и 6×5. Так, створ я выставил, диагонали сошлись. Это сложновато одному делать, долго. Надо, чтобы кто-нибудь еще держал второй край, то надо фиксировать один край рулетки, потом идти, потом не сходится, опять перепроверять. Сейчас буду высоты выставлять. Там сделаю 0. И уже буду подгонять сюда, сделаю сантиметров 10 уклонов. И сюда 5. И будет такая площадка. Вот такой вот уровень нужно сделать стоянку, чтобы была плоскость более-менее ровная. Тут и так уклон сюда и сюда, но все равно надо много поднимать. Вот такой. Это 55 сантиметров в среднем надо посыпать. Там 70, тут 40. 40? Да, 40. Получается 110 на 2, 55. 155 сантиметров это в среднем. А тут будет 38 квадратов. Грубо говоря, 40. 40 умножить на 0,55. Получается кубов 20 надо земли. 2 20-тонника. Такая математика. Первая посадка в студию. Да, я, конечно, мечтал, что мне прям туда высыпят, я все так подровняю, да и все. Но тут, конечно, нет возможности. Жестко.
Так, ну я пока этот F12 распределю по периметру, чтобы можно было подготовку под борты сделать. Потому что если я начну его прям тут хоронить, то мне не останется смеси на раствор. А хотелось бы сегодня уже борты поставить. Получается, я сначала сделаю здесь, поставлю борты, а уже что останется после укладки бортов, буду в корыто кидать. Ну вот тут насыпал, сейчас этот слой подровняю, чтобы можно было трамбовкой проехать. Такой, а потом дальше еще буду насыпать, чтобы несколько этапов. А то в один этап не трамбанет. Трамбуем, трамбуем, трамбуем. Ну вот, трамбанул первый слой, сейчас буду опять добавлять. Ну, здесь уже вот до этого момента нормально, уже подготовка готова. Тут надо чуть-чуть добавить. Ну и тут метров еще 20-30 надо все кидать. То есть 2 этапа хватит, чтобы подготовить под борты. S12 после трамбовки как асфальт. Катаешься вообще класс. Вот насыпь под борты уже готова. Такой уровень будет. Тут еще смеси много, на бетон не хватит, поэтому можно вырабатывать дальше, в корыто закидывать. Вот привезли цемент. Буду делать раствор, ставить борты, а потом уже буду дорабатывать песок. Потому что сегодня главный план — это поставить борты, чтобы завтра уже затвердели, можно было плитку ложить. Буду устанавливать бортики. Уже 6 штук поставил. По прямой быстро идет. Так, эту часть бортов я повыставлял. Еще бы надо обойму забить и с той стороны поставить борты, но скоро привезут еще одну машину песка, а мне еще этот не выработался. Надо по-быстрому эту кучку сюда в корыто закидать, чтобы принять машину. Короче, сегодня еще жара такая, и так лень. Тут у нас будут дорожные борты, как, так сказать, гвоздь нашей программы. У меня в комментариях очень-очень много пишут: надень пояс, надень пояс, надень пояс, спину сорвешь. Спину сорвешь, после 40 тебе кирдык, рассыпешься. По многочисленным просьбам вашему вниманию предоставляется пояс. Буду беречь спину, что ж, все. Буду слушать старших. Понятия не имею, как им пользоваться. Просили. Будет.
Ну, конец второго дня. Получается, поставил борты. Частично корыто С12 натягал. Тут осталось еще где-то куба 3. Обещали сегодня песок привезти, поэтому я старался все выработать, но не привезут. Ну ладно, завтра, пока буду это вырабатывать, то они и привезут. Может быть, так и лучше. Хотя, если бы они раньше сказали, так я хотя бы не рвался это убирать. Раньше закончил бы, раньше домой поехал бы. Я так поставил, получается 25 тротуарных, 5 дорожных. Завтра засыпка. Блин, я планировал завтра уже плитку ложить, но, наверное, так, частично положу. Остальное в пятницу и подрезка. Да. Из-за того, что я планировал, что самосвал заедет прям туда, высыпет, я там подровняю, вот так, получается, он здесь высыпал, и мне на полдня лишней работы. Такие вот мелочи, которые мешают и заставляют больше работать. И прям тупая работа. Просто возишь с места на место. Еще и тяжело. Итак, у нас утро третьего дня. Сейчас буду остатки смеси С12 закидывать в корыто. Ну, обещали утром привезти песок. Вчера не привезли, может сегодня уже привезут. Вот тут такой слой нормальный накидал, сантиметров 30. Подровнял, сейчас трамбану. И буду следующий слой. На следующий уже буду под досочку, чтобы красиво было. Но песок еще не везут. Обещали с самого утра. Уже позвонил, сказали, сейчас уточним. Так и не перезванивают уже минут 20. Так, буду выставлять маячки и делать черновую стяжку. Но для этого нам надо еще правило подготовить. У нас плитка будет шестерка, поэтому черновую стяжку буду делать 7 сантиметров, ну, до борта. Сейчас нам надо правило, досочка ровненькая. Этот край будет оборчик, а этот об трубу. Сантиметров. Доска у нас готова. Сейчас натяну ниточку. Чтобы надо было под трубу поставить тоже на 7 сантиметров. Маячки тут где-то на раз, два, три, на 4 метра. Буду возить, ну сыпать, конечно, тут нормал, да. 17 сантиметров. Здесь. Вот здесь 22. Короче, еще сыпать, не пересыпать, а песочка все нет и нет. Ну все, этот песок полностью ушел. Хватило вот настолько. Жду вторую машину. Вот, дождался песка наконец-то. Многовато, скорее всего, будет уже. Но главное, чтобы немало.
то ждать доставку, это, конечно, то испытание. Все, начнем вырабатывать. Ну так вот, черновая стяжка уже готова. Сейчас трамбую и надо положить хотя бы квадратов 10. Сейчас делаю правило, чтобы было 5 сантиметров до борта, потому что еще где-то полсантиметра сядется, и чтобы чуть-чуть выше на полсантиметра было борта. То есть черновую стяжку я делал в 7, она утрамбовала, сейчас делаю 5. То есть слой ЦПС получится где-то сантиметров 3. Делать вот стяжечку. Ну все, пока этот кусочек положу плиткой, а то я закрыл себе проход дальше. Сам себя замуровал. Ну все, положилось, чуть больше 10 квадратов. Останется тут где-то 25. Сейчас цепляю резиновый коврик на трамбовку и трамбую. Ну вот такая картина вырисовывается. Город, получается, в основном серая, но для того, чтобы разбавить, взяли еще оливковый, пару квадратов. Ее чуть-чуть, типа это и недорого, но вроде бы как по мне, так смотрится свежее. Ну и так, сегодня 4-й день. Плану это должен быть завершающий день для этой стояночки. Ну, учитывая, что у меня уже песок на месте, все материалы на месте, то есть зависит только от меня. Я думаю, что это получится. Все получится. Даже невзирая на феноменальную жару. Только есть один маленький нюансик. Я еще обещал вечером траву там человеку покосить 10 соток. Ну, всегда есть такие ограничения у меня. Так, хоть быстрее приходится работать. Ну, а вообще сейчас буду делать стяжку чистовую из ЦПС уже на всю площадь сразу. И плиточку закидывать. Короче, погнали. Так, ЦПС я рассыпал. Тут 2 трубы выставил. Сейчас разровняю эту часть, последующую часть. Так. Так это все и происходит. Одну часть, вторую часть. Здесь у нас уже на 5 сантиметров выставлено, чтобы плитка на сантиметр выше борта выступала, потом уплотнится и останется еще чуть-чуть выше борта. Там где-то до полсантиметра, может меньше. Ну, это на будущую усадку, чтобы когда уже земля со временем, ну, грунт со временем чуть-чуть усадку даст, чтобы плитка не была ниже борта, иначе потом будет невозможно и снег чистить, и грязь будет капать. Ну, то есть надо, чтобы было все красиво не сразу, а еще и со временем тоже. Сильно большой слой ЦПС для таких домашних парковок, там где не будет
в грузовиков ездить тоже не стоит, потому что это лишняя трата цемента. А его функции, он же не играет роль прям прочного основания. Его главная корочка твердая, чтобы вода не проникала, чтобы муравьи там не вынимали эту землю. Ну, главное, чтобы вода типа в основании не уходила. И когда вода не будет уходить в основание, то там не будет влаги и весной не будет пучения. Получается, вся вода будет по плитке уходить за территорию площадки. И под площадкой не будет воды, влаги. И не будет пучения. И не будет этих вот по весне горок. Та-дам! Так, чистовая стяжка готова. 2 часа потратил на нее, сейчас 11:06. Начну укладку плитки. Блин, думаю, часа 3 буду укладывать. И где-то час зарезки и час засыпки. Блин, до 5 должен справиться. Ну, там еще надо 4 бортика положить. 5, 6, 7. До 7 должен справиться. Я тут хвастался, что за 3 часа положу эту плитку. Я уже 2 часа ложу. Ну и вот когда уже эти выложу, и тогда так и будет половина того, что мне надо. Итак, укладку плитки я закончил 3:30. На 1,5 часа позже, чем планировал. Ну, сейчас буду подрезку делать. Изначально измеряю. Карандашик он у детей забрал. Кстати, удобнее, чем карандашики эти цветные, ничего не придумал. Не простые, а цветные детские карандаши. Точилочка. Вот. Один раз заточил, 3 метра отрисовал. Сейчас размечаю. Подрезка получается буква Г. Так и так. Тут хоть и старый город, можно было бы сыграть без подрезки, но не получилось. Что-то я все ряды переставлял, ничего не получается. Быстрее будет подрезаться, наверное, чем выставляться так.